Всем привет! Меня зовут Вячеслав Юркин. Я приветствую вас на своем канале Хобби Столярка. В этом видео я хочу рассказать, как и с помощью чего я лачу. Что-то я где-то подглядел, что-то я сам изобрел. Ну, давайте начну с самого главного. Какой лак? Очки приходится снимать. Лак. Знаете, независимо от производителя, я предпочитаю лак матовый, алкидно-уретановый. Идеальный вариант, если будет написано для паркета и мебели. Он обладает достаточной твердостью. В данном случае я буду использовать для покраски одного своего изделия лак фирмы Альпа. Но это не в качестве рекламы. У нас производителей приличного лака в принципе немного, чего их рекламировать. Маленькая баночка, полбанки здесь примерно у меня осталось. Это остатки лака, которым я лачил последние изделия примерно год назад. Открыл баночку. Ничего, не подсохло, все в порядке. Только один момент. Его нужно обязательно разбавлять. Ну, по крайней мере, я так делаю. White спиритом до нужной консистенции. Нужную консистенцию подобрать, если вы красите кисточкой, довольно сложно. И каждый подберет лучше под себя методом проб и ошибок, чем я буду что-то рассказывать. Ну, я покажу, конечно, что у меня получится, но вряд ли камера передаст вот эту пропорцию. Пропорция так и называется, на глазок. Лак хорошо сохранился благодаря такому приему. Все знаем, что когда мы какое-то лак-красочное покрытие используем в баночках, да, и у нас там осталось, мы оставляем все это на потом. Когда мы потом открываем, мы обнаружим толстенную слой пленки, толстенную пленку. Вот чтобы ее не образовывалось, вы когда использовали, когда закрыли крышечкой поплотнее, переверните ее вот так. Пусть лакокрасочное покрытие смажет все поверхности между крышечкой и баночкой. Переверните обратно и поставьте ее храниться. Уверен, что как минимум год она сохранится в первозданном виде. Ну, у меня так получается. Есть еще несколько приемов. Но вот еще один прием я расскажу. Производители растворителей, те, кто выпускает свою продукцию в пластиковых канистрах, не очень заботятся о герметичности крышки. Именно поэтому, когда вы заходите в магазин, стоит дичайший запах этих растворителей. Причем смеси растворителей. Они же все разные. Вот чтобы у меня в мастерской не пахло white спиритом, я придумал, что достаточно накрыть вот так вверх ногами полиэтиленовым пакетом. Ну, предварительно, конечно, потуже пробочку прикрыв. Хотя пробочка до конца не спасает. А вот пакетиком накрыть испарений гораздо меньше. Точно так же я поступаю, когда мне необходимо сделать какой-то длительный перерыв в нанесении лаки краски. Это банка с налитым туда white спиритом. И, собственно говоря, вот таким образом я храню свои кисточки. Закрыл. Банальной стеклянной крышечкой все это дело накрыл. И баночку накрыл полиэтиленовым пакетом вверх ногами. Для верности можно, конечно, перемотать скотчем. Но если вы планируете продолжить свою работу не через год, а через неделю, достаточно просто накрыть пакетом вверх ногами. Есть еще даже не изобретение, а просто настоятельный совет. Если вы используете полуматовые лаки или матовые лаки, не забывайте, что вот этот осадок, который дает матовость, он
опадает в виде осадка. Поэтому при каждом использовании перемешивайте. Очень тщательно перемешивайте. Я поступаю обычно таким образом. Несмотря на то, что я, скажем, вчера лачил и у меня чуть-чуть осталось, придя на следующий день, открываем крышечку, добавляем пару капель white спирита и заново размешиваем для нанесения следующего слоя. Очень помогает. Размешивать можно палочкой, кисточкой. Можно купить какое-то хитрое приспособление, а можно это приспособление изготовить самому. Шуруповерт, надеюсь, у каждого есть. Это обыкновенная стяжка для кабеля пластиковая. Просто она сейчас черная, я что-то ее уже перемешивал. Но они бывают, кстати, и черные, бывают и белые. Очень хорошо размешивает и краски, и лаки. Еще один момент по поводу кисточки. Я в своей работе, что для нанесения масла, что для нанесения лака, использую вот такие кисточки. Ширина, наверное, написано, вот здесь написано 38 миллиметров. Сороковки. Я пробовал больше, пробовал меньше. Вот на мой взгляд, 4 сантиметра, 40 миллиметров, это самый оптимальный размер. Попалась мне однажды какая-то кисточка с шириной 45 миллиметров, уже неудобно. Я не знаю, может быть, у меня так рука набилась, что именно этот размер меня устраивает. Другие размеры мне не нравятся. Ну, пользоваться другими размерами для меня представляет какое-то затруднение. Мне сложнее. Недавно один известный блогер, но я так, без обид, обругал меня там последними словами. Дескать, нельзя использовать такие кисточки. Какие такие? Самые дешевые из ближайшего строительного магазина. Честное слово, я вот эти кисточки покупал там, несколько лет назад, просто взял в охапку, потому что они стоили там по 20 рублей, по 30 рублей. Сейчас, наверное, подорожали. Но думаю, что в любом случае меньше 50, а то и меньше 40 рублей сейчас стоит. Так вот, этот блогер сказал, что наносить лак нужно кисточкой из беличьих хвостов. Я, честно говоря, не понял вообще логики. Просил его пояснить. Вот. Ну, в общем-то, пояснений я не дождался. Человек замолчал. Ну, не знаю, чем я уж его обидел. Ну, в общем-то, меня устраивает. Вот конкретно этому экземпляру, наверное, года 3. Она уже закудрявилась, там, облысела. Там, ну, продолжает работать. И на результат, в общем-то, ну, как я думаю, не сказывается. Ну и техника безопасности. Респиратор, очки, бойтесь попадания в глаза. Да, обязательно это все нужно соблюдать. Ну, я иногда ленюсь, и когда мне нужно 2 дощечки покрасить, я по-быстренькому, без респиратора. А вот специальную одежду для малярных работ, это непременное условие. Советов и изобретений, наверное, на самом деле очень много у каждого. Вот. Ну, на сегодня они у меня кончились. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на мой канал.